Привет, друзья! В предыдущих сериях 4-го сезона мы побывали на острове третьей очереди строительства ЧС, где исследовали 5-й энергоблок и другие места острова, насладились атмосферным туманом на локации ПМК, которая открылась нам с новой стороны, и посетили село Новошипелище, где пытались найти легендарную сосну смерти. После чего отправились на завод Юпитер и спустились в самое жуткое место Чернобыльской зоны. На следующий день мы направились в самое сердце зоны, чтобы исследовать наиболее опасные локации, где были единицы сталкеров. А в этой серии мы исследуем окрестности Припяти и посетим несколько редких локаций. Всем привет, друзья! Продолжаем исследовать малохоженную часть зоны. Сейчас двигаемся в сторону Янова. Попробуем заснять здание из игры, аккуратно из леса. Попутно уже в лесу встречаются какие-то интересные объекты. Потом двигаемся на рынок, хлебзавод. И дальше там то ли продовольственные склады, то ли что-то другое. Я попозже посмотрю, у меня в телефоне есть заметки. Сколько же в лесу возле Янова интересных объектов. Еще одно жилище Зулуса. Ну, это отсылка к игре. Кто играл, сразу поймет. В прошлом походе мы были возле первого, а это второе. Рядышком также стоят рабочие вагоны. Ветка Янова с недавних пор полурабочая, по ней возят отработанное ядерное топливо в хранилище. В прошлый раз самый частый вопрос под серией Янова был: и какая же радиация? Мы, забыли дозиметр. Вот сейчас в лесу на подходе только что было 100, сейчас 340. Подойдем поближе, также буду смотреть, показывать. Видите, здесь уже фонит намного меньше, пятнами. Как-то тут радиация в 2,5 раза превышена. Вон то склад, то, что я с дрона снимал, там где стоит техника рабочая. А вот знаменитые собаки Янова. Прислушайтесь. Пока непонятно, нас почуяли или на кого-то другого гавкают. Это место уже показывали, в том числе Стас Полевский, но мы здесь не были и пришли сюда в первую очередь для себя, но заодно качественно поснимать и показать вам. А вот лай собаки, который становится ближе, вот меня смущает, честно говоря. Вот. Смотрите, здесь рынок чем интересен. Есть несколько архивных фото. Сейчас вот я их покажу вам. До аварии на Чернобыльской станции этот рынок был не просто местом, где можно было купить продукты и вещи. Здесь еще производили обмен автомобилями и мотоциклами. Поэтому после эвакуации на территории рынка осталось так много транспорта, который забирать, конечно же, запретили, потому что он был загрязнен.
До катастрофы на рынок приезжали люди не только со всего района, а также торговцы с Киева, Иванкова и даже с Беларуси. Все знали, что Припять неплохо обеспечена и имеет хорошую платежеспособность. Рыбу с рыбфермы и мясо с колхоза Калинина, которые мы смотрели с вами ранее, уверен, здесь тоже продавали. Вот, к сожалению, часть рынка обвалилась. Вот, сейчас попробую с другой стороны обойти, показать. Вот. Видите, крыша обвалилась, не выдержала снег, или просто, скорее всего, просто в какой-то момент выпало много снега, и она не выдержала. По радиации ниже нормы, пока что 20 микрорентген. На рынке также есть подвал, примерно такой же, как мы нашли в столовой на ПМК. Здесь были холодильные камеры, хранились продукты. Ну, конечно, это не подвал Юпитера, но место тоже такое атмосферненькое. Запах какой-то неприятный появился. Непонятно чего. Походу металлисты проволоку полили здесь в подвале. Кстати, довольно-таки не маленький, я вам скажу, подвальчик. Так. По радиации тут норма. 16 микрорентген в час. Конечно, масштабы подвала впечатляют. При том, что это просто рынок. Хотя, как видно, здесь в подвале не только холодильные камеры, здесь какое-то вот оборудование было. Вот холодильные камеры. Крутое место такое. Особенно вот эти вот висящие лампы, конечно, немножко крипово выглядят. Эта собака, походу, таки хочет нас найти. Он все ближе и ближе. Она там на дороге. Да. Блядская. Вот псина.
Мы хотели после рынка вернуться к Янову и через вагон аккуратно попробовать заснять игровое здание вокзала, но собака подошла прям вплотную к рынку, вот, и стояла на этой дороге, поэтому пришлось идти на хлебзавод другим путем. И здание мы не засняли уже второй раз. В этой местности довольно много зданий. Достоверно известно, что есть хлебзавод, склады и, вероятно, есть что-то еще. Сейчас будем искать, смотреть, исследовать. Давай, может, сначала тушеночку. Ляра, иди кушать. Поснимать успеем. Кушай. Надо подкрепиться и антирадом немножечко радиацию вывести. Хорошо тушеночка захода. Он не говорит. У меня эти собаки покоя. Ну и собаки нет покоя. У него может это шанс стать лидером стаи. Ну, Покусать стаи. Может, она просто голодная, кричит: пацаны, вернитесь, покормите меня. нет, эти собаки сейчас сталкерами ходят, вони не гавкають, вони просто підходять і ходять рядом. Думаешь, она бы кинулась, если бы мы подошли? Ну, вряд ли. Ну, возможно. Ходить с подцапанными руками тоже не сильно хочется. Тоже верно. Я не знаю, що в них в голові. Продолжаем исследование. Пойдем посмотрим, что в этом доме. Точнее, не в доме, а в здании. Так, тут тупик. Вот там, наверное, вход. Так. Фонарики есть? Погнали. Опа. Так. Печь какая-то, интересно. Ну, на хлебзавод это не похоже. К тому же хлебзавод я видел у Стаса, видео было. А это что? Что? И зачем эта печь? Непонятно, ребят. Тут вступает в дело. Точнее, тут вы вступаете в дело. Напишите, если кто-то знает, что это за печь, для чего она могла служить. Буду, как всегда, благодарен. Так. Смотрите, я не знаю, это сталкер или нет. Но лежит картошка. Может, здесь кто-то в печке костер делал, картошку пек. Хотя, вы знаете, может быть, это все-таки что-то связанное с выпечкой. Видите, емкости. Может, это емкости для теста.
Сейчас еще с этой стороны зайду, посмотрю, может станет понятней. Мастерская какая-то. По-моему, все-таки да. Все-таки это хлебзавод. Помню, я видел вот это, да, вот эту комнату у Стаса на видео. Да, это все-таки хлебзавод, а там, значит, в печках пекли именно сам хлеб, массовое производство хлеба было. Здесь, наверное, тесто замешивали. Да, вот мы сюда вернулись. Все, теперь все понятно. Это и был хлебзавод. Сейчас мы заходим на территорию отдела рабочего снабжения. Небольшую справочку из Википедии вам зачитаю. Отдел рабочего снабжения – это организация государственной розничной торговли, функционирующая либо на правах производственного предприятия, либо в качестве органа хозяйственного управления. В отличие от других организаций государственной торговли, ОРСы осуществляли торгово-бытовое обслуживание рабочих и служащих предприятий ряда отраслей промышленности, строительства и транспорта в соответствии со спецификой организации их производства. В связи с этим ОРС организуется непосредственно в составе соответствующего производственного предприятия в качестве отдела и возглавляется заместителем руководителя предприятия по рабочему снабжению. Да, и что самое интересное, тут куча следов машин. Вопрос в том, зачем они здесь ездят. ОРСы снабжают обслуживаемые контингенты населения товарами народного потребления за счет централизованных фондов и децентрализованных закупок, широко вовлекая в товарооборот местные товарные ресурсы, в том числе продукцию специально организуемых подсобных хозяйств и мастерских. Если вы ничего не поняли, то вы не одни. Я тоже ничего толком не понял, а другой информации я не нашел. Могу предположить, что это были некие склады, которые поставляли товары в магазины и на прилавки, или же напрямую продавали товары населению. Если у вас есть более точная информация, буду рад, если вы поделитесь ей в комментариях. Нифиговый такой гаражик. Вот это, вероятно, какие-то склады. Вот сюда подъезжала машина, фура, и выгружали товар.
Категория 3. Ну, наверное, здесь эти стеллажи, товар был. Правда, стеллажей не видно, может, кто потырил. Чисто большой складской ангар. В глубине отдела рабочего снабжения есть еще несколько зданий. Ага, холодильные камеры огромные, смотрите какие. Огроменные. Просто. Прикиньте, какого масштаба склады здесь были. Кстати, что по радиации, спросите вы. А радиация в абсолютной норме. 20 микрорентген в час. Да, все однотипные. Капец, конечно, разруха тут. Ага, тоже холодильные камеры. Поменьше. Да, только поменьше. О, нифига себе, смотри. Архив. А, з Валерія тебе заходить, Валерій фотку показав, що. Прикольно. Нашелся таки архивчик. Только же... Что за дело, непонятно. От руки все написано, тяжело прочитать. Здесь должно быть еще такие комнаты, по идее. Картина, смотрите, как каминчик на стене, прикольно. А, нет, тут разруха. Что такое?
решение майского пленума ЦК КПСС, 82 год. Давайте я книжечку отложу. Я тут тоже дела какие-то. Так, начальнику ОРСа от рабочего Василькова заявление. Прошу уволить меня с 1 июля 81 года по собственному желанию. Блин, как оно сохранилось офигенно. Тоже прошу уволить заявление. Начальнику ОРСа ЧС, да. 81 год. И тоже это увольнение, журнал увольнений, да, или что типа того, везде уволить, да. Напротив базы есть какая-то брошенная техника. Подойдем, посмотрим. Дозиметр уже в руке. Уже 200 микрорентген. Такая мини-свалка техники. 220. Капец, реально. Нифига себе размерчик колеса. Че, колесо на удивление не фонит вообще. По Буряковке не погуляли в прошлый раз. Нормально, так вот здесь поснимаем технику. Вот машины помечены зоной. Это те, которые участвовали в ликвидации аварии АТХ-2. Даже вот написано. «120 микрорентген». Не сильно фонит. Сейчас. Секунду. Сейчас. ВТХ-2 сейчас выйдет. Может быть. О, кола еще осталось. О, божество. О, как же это хорошо-то. Да не, какая сгущенка, кола. После такого перехода
лучше любой сгущенки. Супчика отведали, жизнь налаживается, сейчас отдохнем и завтра утром будем уже выдвигаться в обратный путь. У нас по плану из локации еще Дуга, покажем Валерии антенну и попробуем второй раз найти этот злосчастный бункер, который мы не нашли в прошлый раз. А вас попрошу написать в комментариях, как вам локации в этой серии. Да, они не такие эксклюзивные, как в предыдущей, но тем не менее, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте, палец вверх, это благодарность автору за проделанную работу и помощь этому видео для продвижения. Увидимся в следующей серии.